1 тонна или 1000 килограмм – это вес среднего автомобиля. Представьте себе, в нашем мире существуют грузовики, способные поднять 100, 200 и даже 500 таких автомобилей сразу. Эти монстры имеют исполинские габариты и мощную техническую начинку. Ну а кто из них считается самым сильным на нашей планете, вы узнаете в конце ролика. Приятного просмотра! Самые внушительные грузовые автомобили, как правило, создавались для работы на карьерах. И пик разнообразия таких моделей пришелся на середину 20 века. До и после Второй мировой войны было создано немало впечатляющих экземпляров, которые заслуживают отдельного рассмотрения. Расскажем про некоторые из них. В начале прошлого столетия возникла фирма Euclid, которая практически сразу же занялась разработкой специальной карьерной техники. Настоящим шедевром этой компании стал автомобиль, выпущенный в 1952 году, модель Western 80. Сначала она ничем не отличалась от обычных трехосников с самосвальным кузовом. Грузовик с 3 наборами колес, распределенными по всей длине автомобиля. Однако практически сразу же компания Euclid решила модифицировать модель, создать на ее основе особый автопоезд для строительства плотины. Грузоподъемность улучшенного Western 80 оценивается по некоторым данным в 120-150 тонн. Кроме того, отличительной особенностью этого грузовика являются 2 дизельных двигателя. Сначала это были двигатели Cummins мощностью 375 лошадиных сил каждый, а затем их заменили на более мощные GM по 425 лошадиных сил. На кадре вы можете увидеть необычное расположение выхлопных труб, которые выходят прямо из-под капота. Такое инженерное решение было выбрано не случайно. Это помогло улучшить циркуляцию воздуха в двигателе, предотвратило возможные повреждения труб, связанные с движением по неровным поверхностям. Доподлинно неизвестно, сколько таких машин было выпущено. Длина перечисленных ранее моделей, как правило, не превышала отметку в 15 метров, ширина 10, высота 8. Это было закономерностью, определяемой, видимо, карьерными условиями работы. Так было до тех пор, пока в 2013 году не появился новый БелАЗ. 20,5 метров в длину, 10 в ширину и чуть более 8 в высоту. Эти размеры значительно превышают габариты средних деревенских домов. Гигант, получивший цифры 75710 в качестве названия модели, действительно одно из самых массивных транспортных средств, которые когда-либо создавались. Важнейшая характеристика модели – грузоподъемность. Он способен перевозить невероятные 450 тонн груза при собственном весе около 390 тонн. Ради рекорда для книги Гиннесса его даже однажды нагрузили в 503,3 тонны, и этот груз оказался посильным БелАЗу. Это позволяет использовать его для перевозки огромных объемов сырья и материалов в карьерах на горнодобывающих предприятиях. Чтобы обеспечить такую огромную грузоподъемность, БелАЗ 75710 оснащен мощными дизельными двигателями с мощностью более 4000 лошадиных сил в сумме. Его конструкция также предусматривает использование 6 колес с 2 передними и 4 задними осями. Этот грузовик представляет собой впечатляющий инженерный подвиг и используется в самых сложных и масштабных проектах по всему миру. Его особенности позволяют справляться с задачами, которые для большинства других грузовиков остаются непосильными. Кажется, знаменитый на весь мир БелАЗ начинает терять хватку. Относительно недавно на рынке появился настоящий конкурент для модели 75710, но о нем мы расскажем вам в конце видео. И начну с гиганта на гусеницах, который выглядит будто монстр из научно-фантастических фильмов, покоряющий огромные безжизненные карьеры. Речь идет о Komatsu D575A. Это не просто бульдозер-трактор, а настоящий титан среди землеройной техники. Он был создан умельцами из Японии и обладает мощностью 1150 лошадиных сил. Что это значит на практике? А то, что машина может перемещать до 96 кубических метров породы за раз.
Это как если бы вы могли одним махом очистить футбольное поле от снега. Его размеры тоже впечатляют. Длина более 11 метров, ширина почти 7,4 метра, а высота около 5 метров. Вес этого работяги составляет 152 тонны. С такими параметрами неудивительно, что Komatsu D575A стал незаменимым помощником на угледобывающих предприятиях в Америке и многих других странах. Этот бульдозер-трактор производится на заводе Komatsu в Японии, недалеко от Осаки. Первый прототип этого аппарата был представлен в 1981 году, а массовое производство стартовало 10 годами позже, в 1991. Однако, как и все уникальное, его производство было достаточно ограниченным. Карьеров для открытой добычи угля в мире не так много, поэтому в 2009 году выпуск этих машин был прекращен. Но Komatsu D575A до сих пор встречается на вторичном рынке, выполняя свои задачи по всему миру. А теперь познакомьтесь с Caterpillar D11R. Настоящим гигантом среди землеройных машин, синонимом мощи и надежности. Этот бульдозер обладает весом, который варьируется от 104 до 113 тонн в зависимости от модификаций. Его сердце – двигатель мощностью 850 лошадиных сил, готовый справиться с самыми сложными задачами. Этот аппарат демонстрирует чудеса производительности, совмещая в себе высокую работоспособность и безупречную надежность. Сделанный в Америке, Caterpillar D11R, благодаря интеллектуальному режиму, оснащенному системой защиты и управления, обеспечивает высокую производительность при достаточно скромной стоимости содержания. Особое внимание здесь уделено безопасности. Кабина оператора спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную защиту, а прочная рама и проверенная конструкция ходовой части гарантируют безотказность в любых погодных условиях. С Caterpillar D11R вы получаете не просто бульдозер, а высокотехнологичный инструмент, оборудованный автоматической системой смазки, удобным сенсорным дисплеем и множеством других инноваций, делающих работу более эффективной и комфортной для оператора. Но это не самый большой трактор из тех, что я сегодня покажу. Мы пока только разминаемся. Встречайте, Terra Variant 600. Этот трактор гордо носит звание самого мощного в Европе. Это не просто сельскохозяйственная машина, а символ инженерного искусства, способный работать с двумя вариантами двигателей – 490 или 612 лошадиных сил. Благодаря специальному кузову он может разбрасывать удобрения и известняк, обрабатывать и вспахивать почву, засевать поля и даже перевозить свеклу и пшеницу. Представьте, как эта махина длиной более 10 метров, шириной 3 метра и высотой почти 4 метра, весом в 17 тонн, мягенько скользит по полю, оставляя за собой следы колес шириной в целый метр. Специальная рессорная подвеска переднего моста с гидравлической опорой обеспечивает непревзойденную устойчивость на склонах и автоматическое регулирование клиренса. В сочетании с колесной базой 4,8 метра и широкими шинами Terra этот трактор преодолевает любые склоны с легкостью и стабильностью, достигая максимальной скорости 40 км в час. Эта машина, созданная для того, чтобы превзойти самые смелые ожидания и справляться с самыми трудными задачами, сохраняя при этом высокий уровень комфорта для оператора. А вот в случае следующего гиганта все однозначно. Существует лишь один такой экземпляр. Модель Euclid LLD вдохновила инженеров на создание более разностороннего и выносливого тягача, предназначенного для широкого спектра задач. T-Rex 3319 Titan – грузовик с мощными параметрами, выпущенный в 1973 году. Его размеры 20 метров в длину, 8 в ширину и 7 в высоту. Собственный вес – 228 тонн. При этом всем «Титан» также мог перевозить на своем борту не менее 320 тонн груза. Техническая составляющая этого гиганта также не оставит вас равнодушными. Он использовал двигатель тепловоза объемом 169 литров
и мощностью целых 3300 лошадиных сил. А его трансмиссия включала 4 мотор-колеса, что стало традиционным решением для карьерных самосвалов на многие годы. Электропривод руководил и рулевым управлением, причем поворотными на небольшой градус были выполнены и колеса задней оси. «Титан» работал до начала 90-х годов, после чего был отреставрирован и установлен в Канаде как памятник, напоминая о своей беспрецедентной работе в карьерах. До конца 90-х T-Rex 3319 оставался самым крупным и мощным карьерным автомобилем, несмотря на то, что разные производители создавали новых монстров. Но никому не удавалось побить рекорд «Титана», пока на рынке не появилась следующая модель. К концу 20 века компания Caterpillar наконец смогла побить предыдущий рекорд по грузоподъемности. Модель Caterpillar 797 разрабатывалась для использования в горнодобывающей промышленности, проектировалась для перевозки огромных грузов и потому обладала поистине мощными характеристиками. В первую очередь, гигантский грузовик размерами 14,5 метров в длину, 9 в ширину и 7 в высоту был оснащен 2 дизельными моторами V12 общим объемом 106 литров и мощностью 3400 лошадиных сил. А в 2002 году в модернизированной версии мощность и вовсе достигла 3550 лошадиных сил. Уже тогда машина могла поднимать вес 345 тонн, но инженерам такие характеристики показались недостаточными, а потому в скором времени, уже в конце 2008 года, появилась модель 797 с приставкой F. Здесь снова был заменен двигатель. В этот раз на 20-цилиндровый дизель с системой Common Rail, что увеличило мощность до 4000 лошадиных сил и позволило сократить количество используемого топлива благодаря повышенной эффективности. Грузоподъемность достигла 363 тонн, что стало новым рекордом на тот момент. Кстати, иногда в интернете можно встретить информацию о грузоподъемности Caterpillar 797F в 400 тонн, но это лишь недоразумение. Просто в США используют так называемые «короткие тонны», которые на 93 килограмма меньше наших. Но соревнование гигантов в мире карьерников на этом не завершилось. Кроме того, будет неправильно не упомянуть другие модели, вышедшие примерно в те же годы, что и знаменитый Caterpillar 797. Так, в 2007 году БелАЗ представил модель 75600 с огромным 78-литровым двигателем мощностью 3500 лошадиных сил и грузоподъемностью до 320 тонн. А в 2010 году появилась версия и вовсе до 360 тонн. Компания Komatsu также не отставала от конкурентов. Модель 960E имела дизельный мотор на 3500 сил, работающий в паре с 2 электромоторами. Грузить на этого монстра можно было 327 тонн материала. T-Rex Unit Rig MT6300 AC, хоть и с отставанием, но в конце 2000-х вошел в игру с грузоподъемностью 363 тонны и мощным 20-цилиндровым дизелем MTU, выдающим 3750 лошадиных сил. Рекорд был побит в 2016 году компанией Komatsu. Модель 980E4 оказалась способна перевозить целых 369 тонн груза. Есть некоторые объединяющие черты у всех этих гигантов. В большинстве своем они, конечно же, отличаются огромным расходом ресурсов. Необходимо как минимум 500-600 литров антифриза для системы охлаждения такой машины. Расход топлива составляет 130-200 литров в час. Баки же вмещают от 3500 до 4500 литров бензина. Эти монстры имеют огромные двигатели весом в 10 тонн и колеса диаметром 4-5 метров. Представьте себе цену одного такого гиганта, если учесть, что только за колеса придется отдать сумму, равную стоимости 2 полноразмерных внедорожников. Вот он, Кировец К-9520, настоящий герой сельскохозяйственной техники, созданный для самых тяжелых задач на поле. Этот трактор способен справиться с культивацией, пахотой и любыми транспортными работами.
Мощь кировца заключается в его силовом агрегате на 380 лошадиных сил. Его 8-цилиндровый двигатель не только мощный, но и экономичный, что делает работу не только эффективной, но и экономически выгодной. Этот трактор способен поднимать до 10 тонн полезной нагрузки и развивать скорость до 36 км в час. Впечатляющие показатели для такой машины. Объем топливного бака в 1030 литров обеспечивает длительное время работы без дозаправки, а его конструкция с шарнирно-солнечной рамой и колесной формулой 4К4, а также самоблокирующимися межколесными дифференциалами и планетарными бортовыми редукторами делает его невероятно маневренным и универсальным. Кировец К-9520 оснащен задней гидравлической навесной системой грузоподъемности 10 тонн для легкой агрегации сельскохозяйственных орудий, а его комфортабельная двухместная кабина с системой безопасности, кондиционером, видеокамерой для наблюдения и системой автовождения с GPS обеспечивает не только безопасность, но и комфорт оператора. Кировец – это мощный инструмент, созданный для эффективной и комфортной работы в сельском хозяйстве, отражение современных технологий и традиционной надежности. Встречайте Challenger MT975i, настоящий титан среди сельскохозяйственных тракторов и самый крупный серийно выпускаемый трактор в мире. Этот гигант с объемом двигателя в 16,8 литров и мощностью 600 лошадиных сил – это воплощение инженерной мысли и мощи. С весом в 27 тонн этот трактор способен тянуть грузы до 15 тонн, а его бак вмещает более 1500 литров топлива. Этот мощный турбодизельный двигатель разгоняет этого гиганта до 40 км в час, доказывая, что размер не всегда помеха скорости. Этот полноприводный трактор способен справиться с задачами, которые оказались бы непосильными для многих его конкурентов. С самой большой колесной базой среди сельскохозяйственных тракторов и шарнирно-солнечной рамой он обладает исключительной маневренностью, способен совершать повороты с минимальным радиусом. Оптимальное распределение массы между передним и задним мостами обеспечивает максимальную устойчивость и высокое тяговое усилие. Приводные валы мостов, являющиеся самыми большими и прочными в отрасли, смазываются маслом под давлением, снижая трение и потери мощности и обеспечивая постоянную защиту от износа. Двухступенчатые бортовые редукторы усиленной конструкции передают мощность на колеса, гарантируя не только мощь, но и надежность в работе. Не трактор, а произведение искусства. Но пора рассказать и про официально самый большой трактор в мире. BigBat 747. Даже трудно представить его размеры в реальной жизни. Созданный для братьев Уильямс, этот гигантский аппарат был спроектирован инженером Роном Хармоном в сотрудничестве с компанией Northern Manufacturing. Это был не просто трактор, а воплощение мечты и инженерного гения, стоившие в 1977 году $300 тысяч, цену, которая в 15 раз превышала стоимость самого роскошного легкового автомобиля того времени. Созданный в единственном экземпляре, этот монстр обладал колесами диаметром 2,5 метра и длиной 8 метров. Его двигатель на 1100 лошадиных сил представлял собой чудо техники, способное тянуть за собой плуг шириной в 25 метров. С такой мощностью BigBat 747 весом почти 70 тонн и высотой более 4 метров превращал вспахивание земли в настоящее зрелище, обрабатывая глубину до 1 метра и 20 сантиметров. Но, к сожалению, у всего есть своя цена. Этот трактор размером с приличный сарай потреблял невероятное количество топлива – 65 литров в минуту. А его бензобак хватал всего на 10 минут непрерывной работы. При передвижении по автомагистрали он занимал 2 полосы, демонстрируя свои гигантские размеры и мощь. На текущий момент это просто музейный экспонат, ведь сумасшедшие расходы на топливо и обслуживание привели к его экономической нецелесообразности.
Акка-дозер – это итальянский бульдозер, который занимает особое место в истории строительной техники как самый большой бульдозер, когда-либо созданный. Он был разработан в начале 1980-х годов. С его впечатляющими размерами, длиной 12 метров и массой 183 тонны, бульдозер оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar, обеспечивающими общую мощность в 1350 лошадиных сил. История этого монументального трактора началась с заказа из Ливии, но из-за международных санкций против этой страны итальянское правительство вмешалось и запретило его экспорт. В результате Акка-дозер простоял без дела многие годы, пока в 2012 году его не выкупила частная фирма и не превратила в памятник. На его задней части установлен 3-метровый разрыхлитель, что делает его идеальным инструментом для самых сложных задач на стройплощадке. Также стоит отметить, что бульдозер имеет огромный топливный бак объемом 3800 литров, что позволяет ему работать длительное время без дозаправки. Акка-дозер является примером инженерного искусства, который, к сожалению, так и не нашел своего применения в строительной индустрии. Удивительно, что его до сих пор не переплюнули. Знакомьтесь, а это еще один гигант – Komatsu D475A 5SD, весом в целые 108 тонн. Неплохо, не правда ли? Этот бульдозер, созданный для работы в экстремальных условиях, отличается не только прочностью своих узлов, но и высокой производительностью. Его отвал способен выместить до 34,4 кубометров земли, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. Благодаря скорости до 14 км в час, Komatsu также является одним из самых быстрых тракторов на рынке, что важно для оперативности работы. Особое внимание хочу уделить инновационной шестиугольной конструкции кабины, которая предоставляет оператору просторное рабочее место и высокий уровень комфорта. В кабине реализованы многие технологические новшества, от системы управления при помощи джойстика до высокопроизводительной системы кондиционирования. Также оборудование включает систему создания избыточного давления для защиты от пыли и кресло с регулируемым подлокотником, которое облегчает долгие часы работы. Ведь машина машиной, а человек – это главное. Двигатель у бульдозера на целых 912 лошадиных сил и большим топливным баком на 1670 литров, что позволяет длительное время работать без дозаправок. Длина машины составляет 10,5 метра, ширина – 2,77 метра, а высота – 4,59 метра, что действительно впечатляет. Но погодите, дальше я покажу вам бульдозеры и побольше. И вот вам пример советского монстра. В конце 1970-х годов Челябинский тракторный завод, известный своими инновационными в области производства спецтехники, столкнулся с уникальным вызовом. Заводу был предложен заказ на создание машины, не имеющей аналогов в мире, сверхмощного бульдозера Т-800, предназначенного для работы в самых сложных условиях. Инженеры ставили перед собой задачу создать технику, способную разрабатывать крепкие грунты, где применение взрывных работ было бы нецелесообразно или даже опасно. Бульдозер Т-800 задумывался как универсальная машина для целей гражданского и, возможно, военного применения, способная быстро расчищать завалы или участвовать в оперативном строительстве стратегических объектов. К 1983 году первый образец был готов и представлен на выставке на Комсомольской площади в Челябинске. Трактор оснащался мощным двигателем силой 820 лошадиных сил и обладал номинальной силой тяги 75 тонн, которая могла быть увеличена до максимальных 140 тонн. Вес самого трактора вместе с бульдозерно-рыхлительным оборудованием достигал 103 тонн, из которых 30 тонн приходились только на массу оборудования. Т-800 имел два вида гусениц. Одни для работы на скальных породах весом 6 тонн, другие, более широкие, для работы на суглинках весом 8 тонн. И где эта махина пригодилась, спросите вы? В Якутии на добыче алмазов. Правда, перевести бульдозер туда было настоящим испытанием, с которым удалось справиться только самолету «Мрия». Но давайте расскажу и про американских монстров.
Fiat Elise FD50 был выпущен в 1989 году в США с участием итальянских инженеров. Впечатляющие характеристики, такие как длина 12,5 метра, ширина 6 метров и высота 4,78 метра, а также мощный двигатель на 600 лошадиных сил обеспечивали не только высокую производительность, но и способность справляться с самыми сложными задачами на стройплощадке. К сожалению, производство бульдозера было прекращено после закрытия компании, выпустившей последнюю модель в 1989 году. Завершив свое существование рекордом, этот бульдозер остается в памяти как символ инженерного мастерства и инновационного подхода к производству строительной техники. Вес машины в 80 тонн и бак на 1200 литров подчеркивали ее готовность к длительной и интенсивной работе, а скорость в 7 км в час гарантировала достаточную маневренность для выполнения задач на различных типах местности. Ну и куда без легенды. Caterpillar D10T – это воплощение мощи и надежности в мире тяжелой техники. Этот бульдозер с массой в 67 тонн известен своей выдающейся выносливостью и универсальностью, благодаря чему он нашел применение в самых разнообразных условиях, от карьеров до строительства дорог. Производитель не установил никаких ограничений на использование этой модели, что делает ее востребованной во многих отраслях. Бульдозер оборудован всеми необходимыми удобствами для безопасности и комфорта оператора, а также отличается легкостью в обслуживании, что значительно снижает затраты на его эксплуатацию. Стоимость новейшей комплектации этого гиганта может достигать 28 миллионов рублей, что отражает его продвинутые технические характеристики и долговечность. С точки зрения мобильности, D10T также впечатляет. Его максимальная скорость в заднем направлении достигает 15,8 км в час, что является отличным показателем для такой тяжелой машины. Практически гоночный болид. Его габариты составляют 7,5 метра в длину, 3,74 метра в ширину и 4,7 метра в высоту. И это при мощности двигателя 580 лошадиных сил и вместимости топливного бака 1204 литра, что обеспечивает долгое время работы без дозаправки, позволяя оператору этой чудо-техники не отвлекаться на обслуживание. Ну и прежде чем я покажу вам тройку самых больших серийных бульдозеров в мире, давайте отдадим дань еще одной легенде – Komatsu D375A6. Это бульдозер, который заслуженно привлекает внимание своей производительностью и технологическими новшествами. С массой в 71,6 тонны этот аппарат оснащен автоматической коробкой передач с функцией блокировки гидротрансформатора, что позволяет ему демонстрировать повышенную мощность и скорость. Одной из его выдающихся особенностей является способность двигаться назад со скоростью до 16 км в час, что делает его самым быстрым из серийных бульдозеров. Размеры этого титана также впечатляют. Длина составляет 10,4 метра, ширина 3 метра и высота 4,28 метра. С мощным двигателем на 650 лошадиных сил и вместительным топливным баком на 1200 литров. Он способен выполнять сложные задачи на строительных площадках и даже в карьерах. Эта модель заслуженно занимает свое место в рейтинге тяжелой техники компании Komatsu. В 2008 году на Чебоксарском заводе промышленных тракторов был разработан и выпущен в производство гусеничный трактор Т-40, который благодаря своей уникальности и техническим характеристикам быстро нашел свое применение в золотодобывающей и угледобывающей промышленности. Этот трактор отличался максимальной унификацией с другими моделями, модульностью конструкции, а также легкостью управления и комфортными условиями труда для оператора. Трактор Т-40 оснащен дизельным шестицилиндровым двигателем Cummins QSK-19 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Двигатель имеет объем 19 литров и развивает мощность 660 лошадиных сил, что позволяет ему справляться с тяжелыми условиями эксплуатации. Трансмиссия гидромеханическая с электрогидравлическим управлением, которая осуществляется при помощи джойстика. Максимальная транспортная скорость трактора достигает 15 км в час, что вполне впечатляющий для такой машины. Ходовая часть трактора представляет собой безраскосную систему с установленными попарно опорными катками на качающихся каретках, что обеспечивает высокую проходимость даже в сложных условиях. Трактор Т-40
прошел модернизацию в 2011 году, в ходе которой были улучшены гидравлическая система, ходовая часть, а также создан новый мощный бульдозерный отвал. Это позволило значительно расширить возможности машины в различных сферах применения. Кабина трактора оснащена современным сиденьем оператора с пневмоподвеской, а также двойным стеклопакетом, зависимым и независимым отопителями и системой спутникового мониторинга GLONASS, что обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности при управлении. В 2019 году трактор Т-40 был снова модернизирован и получил индекс Т-40.03, что подтвердило его востребованность по всему миру. Первый опытный экземпляр новой модели успешно приступил к испытаниям в Уральском регионе, демонстрируя свои улучшенные характеристики и возможности. Ну и самый большой из Caterpillar на сегодняшний день. Я говорю про D11TCD. Это воплощение американской инженерной мысли, нашедшее признание по всему миру. Этот огромный бульдозер весом в 112,7 тонн известен благодаря своим внушительным характеристикам и высокой скорости работы, что делает его незаменимым на крупных строительных и горнодобывающих объектах. Одним из ключевых преимуществ D11TCD является его экономичный двигатель, который не только снижает расход топлива, но и уменьшает объем вредных выбросов, что делает его одним из наиболее экологичных вариантов тяжелой техники. Длина бульдозера составляет 9,26 метра при ширине в 3,8 метра и высоте 4,6 метра. С мощностью в 949 лошадиных сил и топливным баком на 1600 литров он способен развивать скорость до 11,8 км в час. Эти характеристики обеспечивают высокую производительность и эффективность в работе. Caterpillar D11TCD прекрасно справляется с задачами на самых требовательных проектах, где нужны надежность и мощь. Этот бульдозер не просто машина, а мощный инструмент, который помогает строить и изменять мир в лучшую сторону. Но и цена у него соответствующая. Некоторые комплектации могут стоить и более $1 миллиона. В общем, нехило. Ну и, наконец, самый большой бульдозер в мире среди серийных, как я и говорил. Komatsu D575A3SD был собран в Японии и впервые представлен публике на выставке в 1981 году, сразу привлекая внимание своими внушительными размерами. Бульдозер имеет высоту 5 метров, что делает обычного человека похожим на крошечную фигурку рядом с этой машиной. Его приводит в движение мощный двигатель мощностью 1000 лошадиных сил, а большой топливный бак на 2100 литров обеспечивает длительную работу без дозаправки. Komatsu D575A3SD обладает следующими размерами. Длина 12,7 метров, ширина 3,3 метра, высота 5 метров соответственно, а его вес достигает невероятных 153 тонн. Да уж. Максимальная скорость, которую может развить этот бульдозер, составляет 11,6 км в час, что вполне достаточно для работы в карьерах, где он и применяется обычно в паре с такими гигантами, как БелАЗ. Эффективность и мощь Komatsu D575A3SD делают его незаменимым помощником в крупных строительных и горнодобывающих проектах, где требуется перемещение больших объемов земли. А вот еще один гигант, только уже из Чебоксар. Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием на базе модели Т50.01К выделяется своей высокой производительностью и невероятными габаритами. Одной же из ключевых особенностей трактора является его трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек, которая не только повышает тягово-сцепные свойства машины, но и снижает ударные нагрузки на ходовую систему, тем самым улучшая условия труда оператора. Трактор оборудован экономичным дизелем Cummins KT38S мощностью 750 лошадиных сил, что в сочетании с гидротрансформатором повышает тяговые свойства трактора, особенно важные при выполнении тяжелых бульдозерно-рыхлительных работ. Модульная конструкция всех узлов и систем управления трактором упрощает техническое обслуживание, позволяя проводить проверку и дозаправку всех систем, а также снятие и установку узлов силовой передачи отдельными модулями для их ремонта в специально оборудованных помещениях. Коробка передач планетарного типа с муфтами большого диаметра, работающими в масле, обеспечивает 3 скорости переднего и заднего хода с возможностью переключения под нагрузкой. Бортовые фрикционные и остановочные тормоза, которые охлаждаются маслом под давлением, обладают высокой надежностью и долговечностью. Управление поворотом и торможением обеспечивается многодисковыми
муфтами, гидравлически приводимыми в действие, что гарантирует точное и удобное управление машиной даже в сложных условиях эксплуатации. Система гусеницы позволяет адаптироваться к различным условиям грунта благодаря широким и прочным башмакам с уплотнением, сохраняющим смазку в шарнире и обеспечивающим длительный срок службы гусеницы при низком давлении на грунт. Ездит этот 10-метровый колосс со скоростью 8 км в час, чего вполне достаточно для его задач, хотя вау-эффекта и не производит. Давайте отправимся в путешествие по времени, прямиком в 1970 год. Место действия – Денвер, где фирма CF Engineering воплощает в жизнь амбициозный заказ компании Melrose. Какая у них задача? Создать нечто поистине грандиозное – гигантский колесный бульдозер Melrose M880. Почему колесный, спросите вы, ведь обычно подобные аппараты ставят на гусеницы. Ответ прост – это была фирменная фишка компании. Они верили в свою идею, продвигая колесные бульдозеры как экономичный и тихий альтернативный вариант гусеничным машинам. И вот, повышая ставки с каждой новой моделью, Melrose создали самый большой колесный бульдозер в мире, весом в астрономические 102,3 тонны. Подумайте только, чтобы управлять таким монстром, нужна была поистине колоссальная мощность. И Melrose не поскупились. 2 двигателя, сначала по 330, а затем и по 425 лошадиных сил, в сумме более 850. И да, передача мощности на такую махину была настоящим вызовом. Ведь машина поворачивала по-танковому, требуя особого привода для каждой стороны. Впрочем, эти гиганты так и не вышли в настоящее серийное производство. Их общее количество, выпущенное до 1986 года, едва ли превышало десяток. Изначально они использовались в дорожном строительстве и на угольных электростанциях, где их высокая скорость позволяла выполнять работу даже быстрее, чем сразу 2 гусеничных трактора. Но, как это часто бывает, более высокая стоимость оказалась препятствием, и в итоге машины пришлось переориентировать. В центре американского штата Луизиана родилась настоящая легенда тяжелой техники – трактор Камека 805 BTT. Это не просто машина, а настоящее воплощение американской инженерной мощи и креативности, весом внушительные 30 тонн. Под его массивным капотом скрывается сердце, 6-цилиндровый турбодвигатель, бьющийся с мощностью 600 лошадиных сил. А дизайн? Он говорит сам за себя. Камека 805 BTT обладает внешним видом, напоминающим знаменитый российский трактор К-700, объединяя в себе классику и инновации. Это не просто сходство форм, это дань уважения истории и одновременно взгляд в будущее тяжелой техники. Мощь и размеры этого американского трактора делают его действительно многопрофильным аппаратом. От расчистки земель до транспортировки тяжелых грузов. Этот трактор не знает границ, хотя и не самый большой в моем списке. Так что идем дальше. Представьте себе трактор, созданный не просто из чертежей и расчетов, а из мечтаний и пожеланий тех, кто будет им управлять впоследствии. Вот так родился Steiger 600. Результат блистательной инженерной работы, направленной на удовлетворение самых важных потребностей пользователей и заказчиков. Под капотом этого американского гиганта пульсирует двигатель в виде 6-цилиндровой силовой установки, выдающей 492 лошадиные силы. Вся его мощь упакована в корпус весом почти 30 тонн, а сам он способен поднимать грузы до 9 тонн. Но при всей этой мощи, самое главное в этом тракторе – простота и надежность его конструкции, ведь двигатель Steiger 600 лишен лишних и ненужных деталей. И как финальный аккорд – 4 пары сдвоенных колес, придающих ему не только мощный вид, но и уверенность на любой местности. Оснащение этого аппарата позволяет безопасно выполнять задачи даже в самых сложных условиях, будь то бездорожье или тяжелые грунты. Неудивительно, что эту модель выбирают государственные и коммунальные службы по всей Европе. Но не забывайте и о сельскохозяйственных возможностях этого аппарата. От окучивания до культивации на твердых грунтах. Он справится с любой задачей.
Steiger 600 не просто трактор. Это символ того, как технологии и человеческие потребности сливаются вместе, создавая нечто по-настоящему великое. В мире современного сельского хозяйства, где каждая задача требует максимальной эффективности и минимизации расходов, тракторы серии 9R от John Deere выступают как настоящие лидеры рынка. Они созданы для решения самых сложных вызовов, от увеличения производительности до снижения рисков. Сердцем этих могучих машин являются мощные 13,5-литровые двигатели John Deere PowerTech Plus. Но мощность здесь лишь часть технологической мозаики. Универсальность, разнообразие опций балластировки и передовые технологии точного земледелия делают эти тракторы истинными мастерами своего дела. Но существует несколько вариаций этого гиганта. Модель 9RT с ее двумя широкими гусеницами, которые передают еще больше мощности на землю, обеспечивая оптимальную тягу даже на рыхлом или сухом грунте. Затем есть четырехгусеничный вариант 9RX, идеально подходящий для работы на неровных и влажных участках. 4 гусеницы минимизируют уплотнение почвы и образование уступов при поворотах, а мощность его 13,5-литрового двигателя составляет невероятные 628 лошадиных сил. С трансмиссией, предлагающей 18 передач вперед и 6 задних, и скоростью до 40 км в час. Тракторы 9R не просто работают, они доминируют на сельскохозяйственном поле. Благодаря их эффективности и экономии топлива, вы сможете засеять до 120 гектаров сеялкой и обработать до 180 гектаров с дисковым культиватором, расходуя всего 8 литров топлива на гектар. Эти тракторы не просто машины, они мощные, интеллектуальные и надежные партнеры, готовые взять на себя тяжелую работу и превратить каждый кусок земли в процветающее поле. А сейчас предлагаем вашему вниманию ряд других необычных грузовиков. Самосвалы, тягачи с прицепами – не такая уж и редкость. Такие можно увидеть даже на обычных трассах. А вот в Австралии к таким, зачастую модернизированным тягачам, принято цеплять не один, не два и даже не 3 прицепа, а целых 7 и более. В 2006 году к капотному МАК там присоединили целых 112 прицепов общей массой 1300 тонн и длиной почти 1,5 километра. В настоящее время это абсолютный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Настоящий автопоезд. В истории также был один проект, сильно выбивающийся из общего ряда обычных грузовых машин. В 50-х годах военные США озаботились получением перевозчика для своей базы в Антарктиде. Фирма Le Tourneau, выполнявшая заказ, поначалу построила огромный двухосник со сдвоенными колесами по 3,5 метра. А уже на его базе снежный поезд Snow Train LCC-1. Колеса головного модуля и всех 3 прицепов имели встроенные электромоторы, которые питал 600-сильный дизель-генератор Cummins. Говорят, что эта гусеница грузоподъемностью 45 тонн до 60-х работала в Гренландии, а вот ее продолжению в этом отношении не повезло. Хотя по части техники грунтовый автопоезд Le Tourneau TC-497 Overland Train Mark II превосходил своего зимнего предшественника. Достаточно сказать, что высота по верху рубки равнялась 9 метрам. Силовая установка, помимо тех же мотор-колес и генераторов, представляла собой 4 газовых турбины с общей отдачей в 5000 лошадиных сил. Прицепов было уже не 3, а 12. Грузоподъемность возросла до 150 тонн. Причем все тележки имели электронную систему управления. По сигналам из кабины они могли маневрировать, объезжая препятствия. Зачем же понадобился этот 200-метровый, 450-тонный гигант с запасом хода в 600 километров для экипажа, имевший на борту туалет, кухню и комнату отдыха? В самом начале Холодной войны в США переживали по поводу того, что ядерные удары уничтожат дорожную инфраструктуру. Не останется ни железных, ни асфальтовых дорог. И вот тогда, в этом апокалипсисе, на сцену выйдут армады Overland Train, способные проехать почти везде. Пожалуй, рекорды Австралии нам понятны. А чем же могут похвастаться другие страны? Китай, например, известен строительством огромных автокранов.
В 2015 году китайцы пододвинули признанных лидеров этого сегмента – T-Rex и Liebherr. Если те выпускают автокраны, способные поднимать на коротком вылете стрелы до 1200 тонн, то Zoomlion ZAC B01 уже 2000 тонн, что делает его самым грузоподъемным в мире. Свой тяжеловес есть и среди пожарных автомобилей. Для справки, самые крупные из них – аэродромные пожарные. Специфика работы требует большого объема смеси для тушения и, соответственно, габаритов шасси. Однако Rosenbauer Buffalo Extreme выделяется даже на их фоне. На шасси Powell Heavy Mover с мерседесовским 570-сильным V8 смонтирована кабина MB и бак объемом 33 тысячи литра. Полная масса буйвола – 68 тонн. Закончим эту подборку, пожалуй, самым необычным из самых больших. И, наверное, самым бесполезным с практической точки зрения. Захотел, понимаешь, один из шейхов ОАЭ любимый автомобиль величиной с загородный особняк. Получите Dodge Power Wagon размером в 8 раз больше исходника и массой в 50 тонн. Внутри гостиная, ванная, 4 спальни и балкон в виде откидывающегося сервоприводом заднего борта. Водитель скромно ютится под днищем автомобиля. Мощностные показатели выдающимися не назовешь. То ли от дизеля Dodge, то ли от какого иного агрегата этот носитель арабских амбиций получает лишь 300 сил. Кондеры во всех помещениях здесь важнее. В общем и целом, это, конечно, просто необычный дом, а не грузовик. Вернемся к сопернику знаменитого на весь мир БелАЗа. Относительно недавно славянская компания ETF Mining сообщила, что с конвейера вышел новый пятиосевой гигант. Вот только длина машины – относительное для ETF понятие, поскольку особое преимущество модели – инновационная модульная схема сборки, которая позволяет укомплектовать автомобиль дополнительными мотор-колесами, погрузчиками, аккумуляторами или же снимать все лишнее. Техника напоминает громадный конструктор Лего. Кабины отстегиваются, превращая исполинскую машину в самоходный прицеп. Так, в минимальном варианте с 4 колесами самосвал достигает 12,5 метров, в максимальном с 10 парами гигантских колес 29 метров. Все колеса огромного самосвала ведущие и подключенные к рулевому управлению. Проходимость ETF MT240 просто поражает. Машина способна развернуться на месте, независимо от участка дороги и качества карьерной зоны. Что касается грузоподъемности, здесь нас ожидает новый рекорд. Славянское детище готово работать с массами до 760 тонн. Это почти в 1,5 раза больше, чем у знаменитого БелАЗа. В MT240 будут установлены моторы мощностью 2500 лошадиных сил. У БелАЗа 2 дизеля 2330 лошадиных сил. Однако автономные оси славянского производителя в сочетании с гидропневматическим приводом напрочь избавляют его от раскачивания как во время езды, так и при разгрузке. А на этом все. Спасибо за просмотр и всем пока.